Здравствуйте, друзья, с вами Hornet Reaper, и сегодня у нас полный разбор и пояснение к выполнению сложных багов, показанных в прошлых видео по игре Counter-Strike 1.6. Для выполнения всего этого вам всего лишь потребуется обычная клавиатура, обычная мышь, ну и конечно же прямые руки и как можно больше пальцев. Кнопки соответствуют дефолтному управлению игры. Ну и начнем, пожалуй, со стрельбы Глока. В определенный момент нужно зажать две клавиши сразу и держать их до обратного переключения режима. Далее прыжок Neo. Баг работает только если есть бомба. Выполняется он следующим образом. Подходим к краю, берем какое-нибудь оружие, выстреливаем один или больше патронов. Далее начинаем перезарядку, быстро нажимаем вперед, выбор бомбы и прыжок. В принципе, кнопки движения на выполнение бага не влияют, а анимация прыжка матрицы продлится вплоть до касания земли. А теперь азы джампинга. Весь джампинг в игре начинается с такой особенности движка, как ускорение в воздухе при нажатой кнопке в бок. Прием, использующий данную особенность, называется стрейфом, который увеличивает скорость, а значит и дальность прыжка. Выполняется синхронными движениями мыши и кнопки движения в одну сторону. Если вы не касаетесь земли, то предела скорости в принципе не существует. Теперь банни хоп, точнее распрыжка. Движок игры тормозит игрока при каждом приземлении, что не позволяет двигаться частыми прыжками, нажимая на пробел. Но обман системы проявляется в том, что мы можем забиндить прыжок на ролик мыши, да, на случай движения ролика вверх, либо на движение вниз. Привязываем команду плюс jump. И примерно в момент каждого приземления быстро прокручиваем ролик. Как видим, скорость в этом случае теряется гораздо реже. А теперь бхоп с мультистрейфом. Теперь по поводу jump бага и edge бага. Если с edge багом все понятно, нужно просто зацепить край, то для jump бага нужно нажать комбинацию клавиш. Зажмите присядку во время прыжка, а в самый момент приземления ее нужно отжать и сразу же отпрыгнуть. Но, к сожалению, этот и без того сложный баг намного хуже работает в современной Steam версии. Теперь рассмотрим основы прыжка. Любой прыжок состоит как минимум из трех фаз. Первый — это предварительный стрейф или престрейф. Далее фаза стрейфов и приземление. Но если насчет приземления все понятно, главное вовремя нажать присядку, то насчет остальных фаз давайте подробнее. Пресс-стрейф. Его влияние на длину прыжка сложно переоценить, поэтому для тех, кто начинает тренировать любой из прыжков, начните именно с пресс-стрейф. Пока вы не начнете делать его нормально, тренировать стрейфы пока нет смысла. Выполняется он зажатой кнопкой вперед и кнопкой в бок, с параллельным движением мыши в ту же сторону. Максимально возможное значение скорости на пресс-стрейфе 277. При отпрыгивании нужно стремиться к этому значению. Понятие стрейфов мы уже рассмотрели, поэтому посмотрим, как полностью выглядит прыжок лонгджамп.
Правильность первых двух стрейфов наиболее важна, поэтому лучше всего, если кнопка вперед будет отжата в самом начале прыжка. Все эти законы справедливы для всех видов прыжков. Стрейф джамп отличается тем, что у него только один стрейф, а хай джамп выполняется аналогично лонг джампу. Единственное его отличие — это нужно отпрыгивать примерно на 10 юнитов раньше края. Weird Jump. В этом виде прыжка помимо основного пресс-стрейфа мы дополнительно набираем скорость за счет небольшого спрыгивания перед основным прыжком. Теперь duck jump или прыжок с присядкой. Такая вещь нужна в тех случаях, когда игрок в попытке прыгнуть ударяется башкой об потолок. В данном случае strafe duck jump. В этом месте есть потолок, который не видно, но он мешает полноценно прыгнуть. Основные ошибки, из-за которых он не получается, это если не отжали присядку сразу после прыжка или не нажали вперед, чтобы вскарабкаться. Далее двойная присядка или double duck. Ну что ж, снова берем наше колесо. Нет, не это, уберите. На этот раз поставим на прокрутку вниз. Теперь внимание, более высокий уровень сложности. Приемы на основе double duck. Выполняя double duck, моделька игрока подпрыгивает, а значит во время этого можно также использовать стрейфы для разгона. Проблема только в том, что время этого подпрыгивания очень невелико. Если вы все-таки решили затренировать эти приемы, то придется вам основательно замучить колесо. Ну что ж, запаслись колесами и поехали. Первое, чему нужно научиться, это способность не терять скорость во время double duck с выполнением хотя бы одного стрейфа. Ну а дальше постепенно увеличиваем частоту стрейфов. Если использовать этот прием в качестве дополнительного пресс-стрейфа, то мы получим count jump. При использовании двух и более раз double duck, count jump будет называться уже double или multi-count jump. Дальше прием stand-up ground strafe. Прием скоростного бега для серверов с повышенным ускорением. Прыжок на основе SGS приема будет называться Stand-Up Count Jump. Теперь немного расслабимся и посмотрим более простые приемы. Здесь использован баг скорости от движущегося объекта. А далее мы пытаемся сохранить эту скорость
до самого вылета из дома всеми известными способами. Silent Run или тихий бег. Довольно легкий в выполнении прием. Ну и последнее, Ladder Jump. Работает от повышенной скорости движения по лестнице, которая возможна при зажатии двух кнопок движения. Если видео оказалось вам полезно, пожалуйста, оцените его. А всем спасибо за просмотр и до скорого!